В этом рецепте одни плюсы. Торт на сковороде, богатый вкус, простота в приготовлении и продукты радуют своей доступностью. Привет, хозяюшки! С вами Ух ты Кухня. Сразу и начну с крема. В кастрюлю вливаю 1 литр молока. Оставлю примерно 100 мл, потом покажу зачем. Зажигаю огонь, пусть себе здесь греется. А я в это время 3 яйца, какие красивые, 150 граммов сахара, обязательно немного соли для баланса. Все хорошо перемешиваю с помощью венчика. Немножко даже взбиваю, так в пену. Так, когда яйца разболтались, добавляю 2 столовые ложки крахмала. Картофельного, кукурузного, можно даже заменить мукой. Я думаю, хозяюшки, вы уже догадались. Это заварной крем. Снова все хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Когда яйца с крахмалом объединились, вливаю то молоко, которое оставила. Для чего я это делаю? А для того, чтобы потом было легче вводить эту смесь в кипящее молоко. И уже можно и вводить. Молочко начинает закипать. Тонкой струйкой, при этом постоянно помешиваю венчиком. Может и не тонкой, но все же мы его быстренько ввели. И все хорошо получается. С каждой секундой крем становится все гуще и гуще. Видно, да, какой он уже красивый? Гладкий, блестящий. Ой, класс. Постоянно помешиваю. Когда начинаются вот такие вот активные бульки, отсчитываю 20-30 секунд, чтобы крахмал хорошо заварился и не чувствовался в креме. Это важно, хозяюшки. Через 30 секунд выключаю нагрев. И еще секунд 15-20 перемешиваю крем, потому что кастрюля нагрелась, и он может очень быстро прихватиться. А я немножко вот так вот отставлю. Сюда. И сейчас добавлю ваниль по вкусу. У меня не сахар, а именно ваниль, поэтому с ней нужно аккуратненько. Перемешаю. И еще один ингредиент. 100 граммов сливочного масла. Желательно, чтобы оно было мягкое, комнатной температуры. Хорошо его вмешиваю. Как ванилькой запахло и сливочным маслом. Просто класс. Все. Желательно крем остудить при комнатной температуре. Я не буду убирать из него венчик, а время от времени буду перемешивать. Он и остынет быстро, и корочка не образуется. Пусть остывает, а я займусь тестом. Для теста в миску разбиваю 3 яйца. О, класс! Немного соли. 180 граммов сахара, ваниль по вкусу. Перемешиваю с помощью вилки. Взбивать ничего не нужно, просто хорошо размешать. Объединить, как сказать, да? К яйцам добавляю 50 граммов сливочного мягкого масла. Снова перемешиваю. Класс, да? Даже если масло плохо размешалось, не страшно, хозяюшки, мы его разобьем в тесте. Сейчас беру пол чайной ложечки соды. Можно заменить разрыхлителем. Столовую ложку лимонного сока. Вливаю. Пошел процесс. Подмешала. И в эту смесь вылила. Красота? Да. Перемешиваю. И начинаю вводить муку. Здесь у меня 500 граммов просеянной муки. Каждый раз уходит разное количество, потому как яйца разного размера, мука, влажность. В общем, вы понимаете. Поэтому сначала большую часть и замешиваю тесто. С помощью вилки. Мне так удобнее. Стол присыпаю мукой из общего количества. Выкладываю тесто. И начинаю замешивать тесто. Вернее, продолжаю замешивать тесто. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнущим к рукам. Вот, в этот раз посмотрите, сколько муки у меня осталось. Грамма, наверное, 50. Еще понадобится немножко. Раскатываю тесто, колбасятину и делю на 8 частей. Так, хозяюшки, на глазик. На левый, правый. Класс! Красота! Красота! Каждый кусочек скатываю в круг, чтобы было потом удобно его раскатывать. Прикрою полотенцем, чтобы они не обветривались. Поехали! Стол немножко присыпаю мукой. Беру одну часть теста. Я сначала разминаю рукой, а затем скалкой. Тесто хорошо раскатывается, оно эластичное, с ним приятно работать. Вот такой вот толщины. Сколько здесь, не знаю. Видно, да? Все, беру тарелку необходимого мне диаметра, обрезаю краешки. Сковорода у меня 26 сантиметров. Их можно снова соединить в общий ком, а потом еще и куда-то прилепить. Сейчас покажу. Все. Ну что, друзья, сковородку на огонь, пусть греется. Беру корж и выкладываю на разогретую сковороду. Поправляем
И выпекаем 1-2 минутки с одной стороны. Нагрев у меня вот такой. Ну а я тем временем раскатаю следующий корж. Потому как, хозяюшки, все происходит очень быстро. Только успевай выпекать и катать. За 10 минут все коржи испечете. Солнышко, пора. Поняла, сейчас. Хорошо, что ты меня вот следишь. Ух ты, класс! Ставьте лайки, друзья, за такую вкусную, красивую идею. А крем? Поняла. Я уже по твоему взгляду поняла. Еще пару минут и можно снимать. Ой, какой румяный, красивый. И с этой сторонки тоже красивый. Ух ты. Кухня, Сережка, кухня. Оп. Ну что, друзья, когда все остыло, будем собирать торт. Также рекомендую вам добавить грецкие жареные орехи. Вот такие вот, прекрасные. Я их измельчу в блендере. Они прекрасно сочетаются в этом тортике. Вот в такую крошечку. А, в рожечку. Угу. Все. А теперь мое самое любимое. Беру тарелку, на которой буду собирать торт. Выкладываю пергаментную бумагу с 2 половинок. Потом, когда торт соберу, опа, вытащу его, и будет чистая тарелка. На пергамент немного крема, ну, чтобы коржи хорошо держались. Ну и все. Тут как по накатанной. 2 столовые ложки крема. Хорошо. Ты попробуй, не оставишь крем. Конечно, пооблизываешь кастрюлю, ложку. И сверху посыпаю измельченными орехами. Вот так вот, совсем чуть-чуть, не нужно сильно много. Они придадут торту очень вкусный, богатый вкус. Ну и поехали. Дальше. Корж, крем. А мы сказали, что из этого количества ингредиентов получилось 10 коржей. Еще 2 коржа получилось из обрезков. Посмотрите, какой большой торт получается. Высокий прямо. Высокий-высокий. Хорошо нужно промазать бока торта. Так, ну все, на этом этапе все. Торт убираю в холодное место и даю настояться. В идеале, конечно же, ночь. А потом мы его украсим. У меня это будет самое обычное украшение. А вот так вот вилочкой пройдусь. Легонечко. Присыплю орехами по краешку. А вот так вот. Ну и, конечно же, куда без присыпки? А тоже вот так по краешку пройдусь. Смотри, как веселенько, красивенько получается. Ну вот такая вот красота, друзья, у меня получилась. Быстро и просто. А вкусно. Сейчас будем пробовать. Идет как по маслу. Еще бы. Вообще класс. Ну как? Супер. Красивый разрез? Я его еще не вижу. Класс. Снимаем пробу. Я-то уже знаю, что это вкусно. Он прекрасно держит форму. На вкус... Давай, Сережка, открывай рот. Но это вкусно. Он в меру сладкий, орешки его хорошо дополняют. Готовится, вы сами видели, очень просто и быстро. И получается. Посмотрите, какой он большой получается. Здесь 2 килограмма точно. Вкусно. Ням-ням. Ставьте лайки, друзья. Пишите в комментариях, понравился ли вам рецепт. А мы будем пить чай. Всем приятного аппетита! Да. И мирного неба над головой, как говорит мой муж любимый. Да? Да. Да. Угу.